Всем привет! Сегодня я решила наконец-то спустя такое долгое время снять Get Ready With Me и немножко апдейт о моей жизни, что вообще происходит, почему я перестала снимать. Ну, так как это Get Ready With Me, skincare рутин я уже сделала, но не на камеру, поэтому буду делать макияж. Так, начнем. Начинаем мы скушано. Разницы как будто нет. Она есть. Очень даже большая. Кстати, первое, на что хочется обратить внимание, точнее, не хочется обращать внимание, но просто скажу. У меня что-то с глазом. Знаете, какое-то тройное веко получилось. Не знаю, что с этим делать. Ездила на выходных в Кунсан и поняла, что когда я спала в Кунсане, я очень рано просыпалась. Потому что у нас кошки в 5 утра уже встают, они уже просят еды. И так как я вставала раньше, у меня улучшился режим сна, я так понимаю, и у меня глаз пришел в форму, то есть века. Но вот я приехала снова в Чунджу, и у меня глаз снова решил сделать такой непонятный вид. Далее, что я делаю? Наверное, карандашик. Ничего не видно? Ну ладно. Расчешу брови. Итак, что у меня дальше еще происходит в жизни? Я универ закончила, кстати. Я закончила, но проблема в том, что мой выпускной будет только в конце августа, поэтому пока что я тусуюсь здесь, подрабатываю до сих пор в академии, да. Но надо уже искать что-то новое, да. Поэтому я, конечно же, ищу. Итак, сейчас я не то чтобы активно, но пытаюсь искать работу в какой-нибудь компании. И мне бы очень хотелось работать именно в Сеуле, потому что это такой большой город, монополия? Мегаполис. Ладно. И мне хочется именно туда. Мне кажется, там больше возможностей. И у меня там есть, в принципе, подружки, которые живут. Я там могу с ними тусить хотя бы. Я не буду так одинока. Я, конечно, могу где-то здесь найти работу, поближе к семье, поближе к друзьям, которые вот из универа, да. Но, не знаю, мне больше вот душа лежит к Сеулу. Хочу хотя бы попробовать там поработать. Если мне там не понравится, я, конечно, могу и вернуться в любой момент. Но мне бы хотелось попробовать хотя бы в Сеуле. Итак, далее давайте попробуем нейтрализовать цвет вокруг моих глаз. Вот этот темный цвет какой-то непонятный. Мило. Поэтому, да, я пытаюсь отправлять свое резюме, но там есть проблема. Я, в принципе, оформила свое резюме более-менее, но единственное, что я давно не сдавала TOEIC, экзамен по английскому. Поэтому я вот записалась уже на этой неделе, в воскресенье, я буду сдавать этот экзамен по английскому, и я уже смогу добавить этот результат от этого экзамена в мое резюме. Мне хотелось бы уже поскорее, поэтому сейчас я больше сосредоточена не на отправлении резюме, а хочу подготовиться к TOEIC, хочу хороший балл. Я не уверена, что моя рабочая деятельность будет связана вообще как-то с английским. Может быть, будет, может быть, нет. Посмотрим. Но, скорее всего, мне нужен просто корейский хороший, а у меня по корейскому последний раз я сдавала, был только 5 уровень. Мне не хватило 5 баллов до 6, но я бы не хотела такой неуверенный 6 уровень, я бы уже лучше хороший такой 6 уровень бы получила, но решила, ладно, зачем уже корейский? Корейский я более-менее сдала, лучше английский сдам нормально. Но я действительно последнее время я очень стараюсь активно готовиться к TOEIC, потому что мне бы очень хотелось сдать TOEIC хорошо. Румян добавим. Они слишком пигментированы, я поэтому их чуть-чуть струшиваю на руку. Какой-то свет не очень хороший, но зато
лицо симпатичное, не видно моих недостатков. Так, следующее. Я обычно контуринг не прям чтобы сильно делаю, но сегодня хочу сделать, почему бы нет. Блин, не видно. Ну и ладно. Вот, носик контурируем. Я его вот так контурирую. Я просто не знаю, как контурировать мой нос именно. У меня тем более только пудровый контуринг. Ну, в принципе, пойдет. Я вот так делаю. Конечно, надо на лбу сделать контуринг, потому что так все говорят. Чтобы лицо не было слишком бледное, надо добавить теней, да? Так, в принципе, что дальше? Я как только получу результаты ТОЕИКа, я планирую дальше активно отправлять свое резюме в разные компании. Сейчас я тоже уже отправила несколько. Мне даже назначили одно интервью уже. Рисуем глазки. Не глазки, стрелки. Я не знаю. Мне часто говорят, что у меня очень хорошие стрелки. Я говорю, что я просто человек искусства, понимаете, но на самом деле, может быть, это действительно не только из-за искусства. Я просто всю свою жизнь как будто их училась рисовать. В первое время я их рисовала, самый первый раз я их рисовала просто карандашом. У меня были такие жирная подводка для глаз. А сейчас я научилась прям вообще буквально даже минуты мне не надо. 10 секунд и уже 2 глаза готово. Вверх. Такой мини-туториал, как я это делаю. Потом соединяю от середины и до конца стрелки. Такую линию провожу. Видно? Теперь заполняю треугольничек. И там вытягиваю до конца, чтобы было более ровно. Ну все, готово. Готово. Блин, мне вот этот глаз не нравится. Что с ним? Бесит меня. Кстати, самое прикольное еще, что было. Я снимала очень интересное, видео о том, как я кушаю. Нет, это было не про мукбан, да? Это на самом деле был такой ивент в Хансоте, и там можно было заснять такой обзор. Там можно было заснять обзор на еду какую-нибудь из Хансота и поучаствовать в ивенте, да? И там можно было выиграть билеты в какой-то Everland или Caribbean Bay, я не помню, какие-то билеты в ресторанчик куда-то, там в отель. В любом случае, я хотела просто поучаствовать. Я даже сняла этот видеообзор и хотела выложить в YouTube. Но так получилось, что я это откладывала, и в последний день, когда я решила, что вот, если вспомню, за день до последнего дня этого ивента я придумала себе такой план, что если я реально хочу в этом участвовать, я вспомню, и я обработаю, отредактирую видео и выложу. Но так получилось, что я забыла, и я вспомнила уже на следующий день. В общем, я не поучаствовала в этом ивенте, очень жалко, конечно. Но, с другой стороны, в принципе, зачем уже добавлять какие-то непонятные видео в мой YouTube канал, да, я лучше буду снимать что-то более стоящее. Так, следующий этап. Почти что мой макияж закончен, такой вот естественный. Последнее, что я хочу сделать, это вот запудрить себя, потому что я слишком блещу. Уже остатки Ванилако. Моя любимая фирма, если что. Вот так вот запудриваем себя. Да, я не профессионал, конечно, в макияже, но я считаю, что мой макияж просто супер, универсальный. Все, что надо, есть. Есть румяна, есть контур, есть брови, стрелки. Я, правда, ресницы не крашу, потому что когда я крашу ресницы, и когда я их вот так вверх как-то пытаюсь покрасить или наклеить даже, они слишком неестественно смотрятся.
Вот у меня проблема, я не могу накрасить свои глаза нормально. Вот такой вот у меня макияжик. Это просто бипантол, чтобы увлажнить. Ну все, увлажнилось. Теперь можно вытереть. Так, чуть-чуть. И рисуем. Я обожаю просто вот именно вот этот макияж губ. Беру вот карандаш, вот именно вот этот Clio 03 Copy Brown. Не полностью, чисто контур. И потом я просто обожаю использовать Fenty Beauty Gloss. Мой блеск для губ. Не знаю, ну просто супер микс. Ну, наверное, сейчас я сделаю волосы, переоденусь и покажу мой финальный лук на сегодня. У меня слишком маленький выбор вещей, которые я могу одеть на работу. Вот так вот я выгляжу. Единственная проблема — это действительно мой глаз. Он выглядит реально каким-то даже грязным, я бы сказала. Так хочется уже, чтобы он нормальным стал. Вернись, пожалуйста, будь здоровым. Есть такая маленькая проблема, у меня чуть-чуть грязная голова. Извините за подробности, но мой сухой шампунь закончился, поэтому в дело идет Baby Powder. Чуть-чуть сыпем. Ну как чуть-чуть, ну просто сыпем. Сколько можем, так растираем. Оно сейчас все выспится, ну ничего, нормально. Растираем. И начинаем вот так массировать свою кожу головы. Еще чуть-чуть добавим. Ну, лучше добавлять именно на пальцы, а не на ладонь. Потому что вы же пальцами будете это все растирать. Впитывайся. Забирай весь жир. Ну и в принципе даже расчесывать не надо. Уже все готово, супер. Все, у меня теперь чистая голова. И вот как я сегодня выгляжу. Вот такой у меня маленький Get Ready With Me получился. Всем пока. Увидимся.